Добро пожаловать на юбилейный фестиваль «Императорские сады России», фестиваль садово-паркового искусства. В этом году он носит название «Авангарден». Михайловский сад – это уникальное место, которое находится в центре Санкт-Петербурга. Это один из самых красивых и старых садов. И где, как не здесь, на фоне исторических природных декораций, мог бы развернуться интересный диалог с современным зрителем, с современными художниками. Более 60 участников представят свои ландшафтные композиции, арт-объекты, инсталляции на тему авангардного искусства. До сих пор не верю, что прошло 10 лет с момента первого фестиваля, и верится, что идея, родившаяся среди наших коллег, воплотилась и превратилась совершенно в невероятный дизайнерский такой перформанс, да, называется уже теперь «Авангарден». Я прекрасно помню, как мы собирались и обсуждали судьбы фестиваля, и даже не подозревали, конечно, во что все это выльется. Фестиваль очень интересный. С каждым годом он становится как-то неожиданнее. Этот год соблазнил своим названием, потому что соединено несоединимое. Французское «avant» и английское «gardens». Двое извечных врагов теперь живут в одном чудесном названии фестиваля «Авангарден». Самого авангардного искусства как бы нет, есть просто искусство. И есть русский авангард, но это уже абсолютнейшая традиция, да, столетней давности. Ну а смысл авангардного искусства у нас здесь как бы попытаться эту традицию оживить, ну или не дать ей окончательно засохнуть и не дать ей существовать только в музеях, а как бы вытащить ее на поверхность пруда, например. Где-то в 2011 году мы начали собираться вместе, это художники, композиторы, перформеры, и делать что-то сообща. И каждый год для нас это такой вызов сделать действие, которое не укладывается, наверное, ни в какие привычные рамки. Мы, собственно, этих рамок даже и не видим. У нас была идея, чтобы Зангези был таким вот
магом, медиатором, проводником, чтобы он своей фигурой соединял некие разрозненные действия, которые происходят на воде. Дело в том, что у нас такой был немножко подтекст этого выхода Зангези, который появляется на воде как Христос. И когда он приходит, совершается страшный суд. И вот эти руки страшные, которые вот надувающиеся, да, это некая погибель. И когда он их побеждает, совершается воскресение. Тот момент, когда он собирается фаерами, зажженными на лестнице, это, собственно, Ха. И вот Хлебников, да, шагающий по воде, это как анимация азбуки. То есть он как вот сеятель, да, слов, который он разбрасывает вот это вот действие, да, и дает речь всему происходящему. А у нас, собственно, и была идея создать такую импровизацию, где каждый проживает свой момент действия и проживает именно как единственный, потому что это перформанс, который не будет повторен. То есть это однократное действие. Слово «авангард» — это как бы впереди, да? Оно немножко устаревшее. Я бы сказал, это обочина, куда ты поглядываешь, как на просеку, когда едешь в поезде. Встал на каком-то полустанке, просека снежная, а там сидят 3 клоуна и что-то обсуждают у костра в клоунских костюмах зимой на снегу. И потом ты с этим спишь. Вот это как бы обочина, то, что никак не влезает ни в какие рамки. Что-то на этом лугу происходило, не знаю что. Но мы 3-й день выступаем, в принципе, с разными работами. Ну, это просто сила земли. Здесь метров, не знаю, 100 там. Еще потому что люди по кругу. Ты как бы один, но вокруг глаза, и ты один, и вдруг ты идешь, понимаешь, что у тебя ногти не пострижены. То есть лупа такая, оптика такая место, что как под расстрелом просто. Авангардное искусство – это искусство от первого лица. В данном случае зритель, он тоже соавтор вот этого творческого акта, который вырывают его из повседневной реальности и заставляют испытать какие-то новые эмоции, чувства. Знаменитый философ-утопист Сен-Симон впервые употребил слово «авангард» в художественном смысле, сказав, что художник, у которого воображение, должен вести за собой массы. То есть это все новое, которое родилось, чтобы освободиться от навязшего в зубах реализма, создать новые формы. Я считаю, что авангард – это шаг вперед.
тема современного искусства, она, наверное, впервые у нас так вот широко представлена в этом году. Очень уважаю это искусство, потому что меня впечатляет философский какой-то подход к этому, какой-то скрытый подход, который пытаешься разгадать, раздумать, как-то углубиться. Меня это затягивает, притягивает и неожиданно для себя, честно скажу. В этом фестивале, что как бы они это делают, люди находятся и понимают, да, можно выйти, как-то можно выйти за рамки. Потому что можно, нужно. Вот я считаю, что этот фестиваль, он на самом деле, наверное, какой-то новый путь открыл для императорских садов. Поэтому действительно я желаю фестивалю развития и верю, что фестиваль будет дальше жить и процветать.